Всем привет и спасибо, что пришли ко мне в гости на мою любимую кухню. И если вы любите готовить точно так же, как и я, то вы на правильном канале. И сегодня, мои хорошие, мы с вами сделаем два вида плавленного сыра. Да-да-да, вы не ослышались, можно его делать и в домашних условиях. Один будет у нас такой вот, который можно будет мазать и на хлебушек, и есть с бутербродами, например. А второй мы сделаем шоколадный, и он будет очень-очень вкусным. Ну что, идемте готовить. Для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, нам с вами понадобится маленькая кастрюля с толстым дном, два таких вот контейнера пластиковых, силиконовая лопатка, венчик, маленькое полотенце и из продуктов питания 600 граммов творожка, у нас протертый он, то есть и творог должен быть тоже протертым, иначе его нужно будет потом взбивать измельчителем. 2 большие столовые ложки тертого сыра, 1 яйцо и для сладкого варианта немножечко полезного сахарозаменителя, буквально чайная ложечка, неполная такая, ванилина, столовая ложка какао, чайная ложка соды и немножко соли. Вот и все. Ну а теперь начинаем готовить. Приготовление нашего плавленного сыра мы начнем с того, что в творог мы добавим чайную ложку соды. Теперь мы должны это перемешать для того, чтобы творожок стал более пушистым при взаимодействии с чайной ложечкой соды. Видите, прям уже поднимается как бы он. Так, все прекрасно у нас с вами получается. Так, теперь на этом этапе добавляем яйцо и соль. Еще раз хорошенько вымешиваем. Творожок стал уже таким пушистым-пушистым, легким-легким. Так интересно, как химические процессы, да, проходят. Так. И теперь самое время добавить наш тертый сыр. Сыр берите абсолютно любой, твердый. У меня моцарелла. Все это хорошенько вымешиваем. Вот такая у нас творожная масса с вами получилась. Теперь, внимание, мы должны эту массу разделить на 2 части. И половину отправим в кастрюлю с толстым дном. То есть у нас получится где-то в среднем по 300 грамм нашего продукта готового. И вторую часть мы пока с вами отставляем в сторону. Теперь ставим нашу кастрюлю на небольшой огонь, у меня на 6, и помешиваем, доводим нашу творожную массу до такого как бы выпаривания. Обязательно попробуйте на соль. Кстати, в этот плавленый сыр вы можете добавить сухой чеснок, какие-то любимые вами специи. И будет очень-очень вкусненько. Я делаю просто-напросто, как вы видели, добавив немножко соли. Вот такой консистенции у нас получается на данном этапе наш будущий плавленый сыр. Выливаем сюда. Вот так немножко прикрыла дно. И доводим все это до охлаждения, а затем ставим в холодильник. Закрываем все это крышечкой. И чуть позже я вам покажу, что у нас с вами получилось. Теперь готовим наш плавленый шоколадный сырок. Во вторую часть творожной массы я добавлю буквально немножко сока лимона, подсластителя на ваш вкус. Желательно, чтобы он был натуральный и без фруктозы. Ванилина, чайную ложечку. И какао. Добавляйте какао осторожно. Если у вас он очень будет горьким, то попробуйте, чтобы ваш шоколадный сырок был таким, каким бы вы хотели его. Плавленый сырок не должен быть горьким. Так что после вымешивания обязательно попробуйте. Я еще буквально капелюшечку добавлю подсластителя. Уже очень все вкусно, по секрету вам скажу. Попробовала.
Такой прям шоколадный шоколад получается у нас. Все вымешали. И теперь самое время переложить эту творожную массу в кастрюльку с толстым дном. Все выкладываем. Плюх. И теперь ставим это все на маленький огонек. Я ставлю на 6, как и в прошлый раз. И теперь все делаем абсолютно то же самое. Вымешиваем, помешиваем и расплавляем нашу творожную массу, но не доводим ее до кипения. Видите, при нагревании меняется цвет, он делается более таким коричневым, более насыщенным за счет какао. Ну вот и все. Сыр растопился. И теперь самое время перелить эту всю красоту в контейнер для охлаждения. Переливаем все. Пахнет совершенно потрясающе. Шоколад, ванилин, что может быть лучше. Теперь закрываем все это крышечкой. Когда немножечко охладится, мы должны поставить эту прелесть в холодильник. И потом мы с вами встретимся, я вам покажу, что у нас с вами получилось. Дорогие мои, показываю вам готовый продукт. Это плавленый сыр, который обыкновенный соленый, который можно есть с бутербродами. Ну, а это, естественно, наш из детства шоколадный. И сейчас мы с вами попробуем его на консистенцию. Он еще не застыл, он еще немножко теплый, но посмотрите, какой он. Я его попробую. Извините, что чавкаю, наверное, в микрофон. Но очень и очень вкусно получилось. Так, и теперь то же самое проделаем с шоколадным. Вот, посмотрите, какой он. Боже мой. Ну, это же просто мечта шоколадная. Я тоже попробую. Это, ребята, это просто непередаваемое. Это гораздо лучше какой-либо там нутеллы или обыкновенного шоколада. Это так вкусно. А когда он еще немножко постоит и станет более таким густым, это будет нечто. Это будет еще вкуснее. Ну, до встречи на моей кухне. Все получилось очень и очень вкусно и съелось очень и очень быстро. К сожалению, я приболела на пару дней, у меня не было голоса, я не могла записать вам и показать именно то, что у нас получилось. Но смотрите видео, да, и вот эти вставочки, где я показываю, как выглядит этот десерт получился и плавленый сырок. Значит, один совет вам. У нас просто в Дании нету творога нормально, у нас кварк, и он очень такой жидкий. То есть берите более сухой творог, и когда вы его будете плавить, обязательно помешивайте, осторожно с солью и с содой, не переборщите, пожалуйста. А так все делается настолько просто, настолько легко. Шоколадный, если у нас получается такой консистенции не очень густой, тогда он с удовольствием съедается как десерт. А если вы хотите, чтобы он был более густым, добавьте просто немного больше твердого сыра. Или же можно добавить кусочек сливочного масла. Тогда, когда он у нас будет охлаждаться в холодильнике, консистенция будет более такая тугая, и он будет больше похож на настоящие такие плавленые сырки, которые мы привыкли покупать. Так что экспериментируйте, пробуйте, готовьте вместе со мной, оставляйте свои комментарии. Спасибо вам за лайки и за подписки. И тогда до новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов, мои хорошие. С вами была ваша Виктория. Пока!